Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать отличное жареное жаркое от Мишани. А что нам для этого надо? Мы взяли куриные бедра, мы взяли картошку, один помидор, лук, баклажан и специи. Друзья, мы взяли 300 мл подсолнечного масла, чтобы обжарить курицу. А пока жарится курица, мы нарежем картошку такими красивыми дольками, друзья. Картошку промоем и просушим, чтобы не было лишних фейерверков с мяса. Также, ребята, мы возьмем с вами баклажан. Нарежем такими же кусочками, как мы нарезали картошку, ребят. Такими же красивыми дольками. Ну и не забываем про курицу. Посматриваем на курицу, друзья. Вот такие красивые дольки, ребята, у нас получились. А курица тем временем обжаривается, и пошел классный запах жареной курицы, ребята, в масле. Это значит, что пора переворачивать курицу. Курица подрумянилась с одной стороны, мы обязательно должны перевернуть на другую сторону и тоже жарить ее до румяности на другой стороне, друзья. Смотрите, какая-то красота, запах обалденный. Вам просто не передать, друзья. Ну, курица поджарилась. Давайте ее переместим в другую чашу. Видите, какая красивая корочка на курице? Класс. Я уже предвкушаю вкус этого жареного классного жаркого. По-грузински это аджахури. Узбекский это казан-кабоб. А у меня это просто жареная курица с картошкой, с баклажанами от Мишани. Друзья, в это же масло мы отправим картошку жариться. Так как у нас много картошки, мы разделили картошку на две партии. Для того, чтобы она поджарилась равномерно со всех сторон. Вот мы первую партию одним слоем, друзья, одним слоем, чтобы масло покрывало хотя бы наполовину картошку. Друзья, картошка схватилась, пошел запах жареной картошки. Тоже обалденный запах. И будем жарить ее, друзья, до румяной корочки. Присолим нашу курочку, пусть пока полежит в соли. Ах, какая красота. Посмотрите, какая курочка. Перемешаем хорошо, чтобы каждый кусочек получил свою соль. А специи и все ингредиенты, ребята, будут у нас под описанием в ролике. Специи мы будем использовать 3-4 этапа. Перемешали специи, и сейчас мы добавим специи в картошку. Пусть жарится картошка со своими специями. Посмотрите, какая красивая стала картошка, подрумянивается. Шикарный вид. Ну и, конечно, присолим ее, ребят. Ну и обязательно перемешаем, чтобы все получило равномерно и соль, и специи наша картошечка равномерно. А наши баклажанчики мы присыпем солью, чтобы они отдали горечь свою и лишнюю влагу. Ну, перемешаем и поставим в сторонку на минут 10. Вот так вот, ребят. И вымывальник, пусть они себе стекают в вымывальник. А тем временем картошечка наша, посмотрите, как подрумянилась. Еще немного и будем ее вынимать, загружать вторую партию картошки, друзья. Посмотрите на эту картошку. Ребята, картошка готова. Хрустящая, мягкая внутри. Будем перемещать ее в чашу. Для того, чтобы освободить место для второй партии картошки. И будем также, ребята, обжаривать ее до золотистого цвета. Практически до полуготовности, даже больше. Чтобы создалась сверху корочка хрустящая, а внутри нежная, мягкая картошка, друзья. И затерялся баклажан среди картошки одной. Лук, ребята, мы нарежем четверть кольца. Моя любимая нарезка. Распушим его.
И вернемся к баклажанам. Баклажаны мы просушили, отжали, они сухие. Вторая партия картошки, ребята, тоже подходит посолить обязательно. И добавить специи, другую часть специй. Ребята, картошка приготовилась, давайте ее будем вынимать. И в этом же масле будем обжаривать баклажаны. Вы обратите внимание, баклажаны не стреляют, потому что они сухие, в них почти нет влаги. Хотя масло очень горячее. И равномерно распределим баклажаны по всей поверхности нашего казана. Видите, корочку мы не срезали. На каждой дольке есть кожица, чтобы они не разваливались, а кожица будет их держать. И будем жарить до готовности баклажаны. И они даже, видите, и они не впитывают много масла, потому что они отдали свою жидкость и горечь, когда мы их вымачивали, ребят. Присолим их немножко, друзья, обязательно присолим. Добавим третью часть специй и слегка их перемешаем. Ну вот баклажаны наши зазолотились, ребята. Будем вынимать их на кухонное полотенце, кухонную бумагу, чтобы она впитала, бумага, лишний жир с баклажана. Ну, чтобы баклажан отдал этот жир, он не нужен. Поставим на минут 5-6, чтобы бумага успела впитать в себя лишний жир с баклажана. Запах стоит на кухне, друзья, я вам не могу просто передать. Друзья, пользуйтесь моим рецептом. Вам будет вкусно, а мне будет приятно. Делитесь со своими друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Я на все комментарии отвечаю с большим удовольствием, друзья. И огромное спасибо подписчикам и тем, кто просто заходит на мой канал и смотрит мой ролик. Огромное человеческое спасибо. Ну, баклажаны мы поставим в сторону. В этом же масле будем обжаривать лук. Лук будем обжаривать, минут 5-6. Тоже на большом огне все будем делать, ребят. Перемешаем. Есть достаточно специй в этом масле. И соли, я надеюсь, тоже. Потом в конце попробуем на соль. И бросим остальной специи, что у нас остался, в раскаленное масло. И перемешаем, друзья. И прежде чем будем добавлять курицу, ребят, мы сделаем маленький огонь. Сделали маленький огонь. Пусть бурление немножко успокоится, и будем укладывать курицу. Кстати, какая это все-таки красота. На курицу картошечку нашу выбросим. На картошечку баклажаны. Видите, они не развалились, они держат свою форму так, как и картошка. Кстати, какая-то красота. Обязательно переставить на маленький огонь и минут 40 блюдо, в принципе даже не 40, минут 30 блюдо должно томиться на маленьком огне. Возьмем одну помидорку, нарежем ее примерно на 4-5 частей и просто сверху положим на наше блюдо, чтобы помидор отдал дополнительный аромат, и плюс жидкость помидора. А мы тем временем, друзья, добавим еще водичку, миллилитров 100. И тем временем нарубим зеленушку нашу. Мы брали зеленый лук, кинза и петрушка. Кто не любит кинзу, достаточно петрушка и зеленый лук. Ну и для усиления вкуса мы взяли чесночок. Когда блюдо будет почти готово, вот блюдо почти готово, ребята, мы бросим чесночок и зелень. И дадим возможность блюду еще потомиться, примерно минут 10 на маленьком огне, друзья. А другую половину зелени и чеснока мы подадим при подаче, друзья. Шикарный вид. Друзья, осталось нам распределить зелень и чеснок по всей поверхности нашего жаркого.
Вот так вот, ребята, какая-то красота, какие-то краски. Лето, друзья. Посмотрите. Как, уже глазами хочется съесть это блюдо. Ну, еще минут 5, ребята, выключим. И дадим возможность отдохнуть минут 10 нашему блюду. А тем временем просто возьмем, нарежем лук на кольца. При подаче будет очень красиво. Ну и вкусно. Лук с картошкой жареной. Свежий, кстати, лук с жареной картошкой будет тоже очень вкусно. Колечко лука, ребят, картошечка, жаркое от Мишани, баклажан, кусочек мяса, кусочек помидорчика. А что еще надо для шикарного ужина семейного? На канал, ребят. Давайте распустим лучок. Распушим лучок. Ну и будем выключать наш шедевр, друзья. Друзья, смотрите, какой шедевр у нас получился. Запах стоит на всю кухню. На всю кухню запах стоит, ребята. Обалдеть можно. Подавать мы сегодня, друзья, будем вот в таком красивом блюде. Ребята, в Грузии это блюдо называют джахури. В Узбекистане это блюдо называется кабаб. Казан-кабаб. А у меня жаркое от Мишани, друзья. Жареная курица с картошкой и с баклажанами. Друзья, не спешите отказываться от просмотра или от рецепта. Попробуйте, и вам очень понравится. Ну, вторую часть зелени, то, что мы оставили для подачи, ребята. Смотрите, какая красота. Какое сочетание красок. Это очень вкусно. Очень вкусно. Специи подобраны отлично, ребят. И немного их. На такое количество мяса и картошки, и баклажана. Присыпем лучком. Кстати, какая-то красота. Друзья, я еще раз хочу поблагодарить своих подписчиков. Спасибо, что вы ставите лайки, пишите мне комментарии, поддерживаете меня. Большое человеческое спасибо. Вот картошечка, друзья. Смотрите, она не размурилась, она держит форму. Какая мягкая и нежная внутри. А вот баклажанчик, друзья. Он не превратился в хлам, потому что у него кожица есть. И это очень вкусно. А теперь давайте возьмем баклажанчик, лучок и картошечку. Отрыв башки. И курочка. Возьмем маленькую булочку. Вкус везде будет одинаковый, и на бедрышках, и на булочках. Друзья, а мясо нежнейшее. Мясо, друзья, нежнейшее и очень сочное. Обалдеть можно. Ребята, остановиться невозможно. Все ингредиенты в описании под роликом. И лучок. И как всегда, ребята, берегите друг друга, любите друг друга, помогайте друг другу. Мира и здоровья. Всем пока-пока.